Что мы представляем, когда слышим слово «Россия»? Большая территория, политика, нищета или богатая Москва? Я думаю, каждый найдет для себя очень много ассоциаций. И чтобы понять хоть что-то наверняка, мы отправляемся в большое путешествие по стране и запускаем цикл «Реальная Россия». Мы проедемся по большому транссибирскому пути от Москвы до Владивостока и встретимся с разнообразными героями, от почтальона в диких землях Байкала до владельцев собственного бизнеса. И начальной точкой нашего маршрута станет Москва. В это время, в прошлом году, я ездил по городу на своей машине. Красная BMW. Я приезжал на ней на место своей работы, то есть там, где у меня был бизнес. Закончил недавно ремонт в своей квартире. Но что-то пошло не так. Сейчас я ищу, где мне остановиться, и каждый день ночую в новом месте. Привет, меня зовут Александр, мне 27 лет, я приехал из Краснодара покорять Москву в коронавирус. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кропоткинская. Я был владельцем бизнеса в Краснодаре, и у меня была частная музыкальная школа. Я открыл ее относительно недавно, это было начало 2019 года. Дела мои шли достаточно неплохо, то есть у меня все достаточно хорошо получалось, и были первые результаты. И в конце 2019 года я затеял расширение. И когда мы все попали на карантин, то есть случился так называемый локдаун, то есть нас всех закрыли, кредиты остались висеть, и нужно было их как-то платить. За это время у меня накопились долги по арендуемому помещению, накопились долги по коммунальным платежам, накопились долги по заработным платам преподавателям и сотрудникам, которые работали у меня в бизнесе. А также многие клиенты школы стали просить, чтобы им вернули деньги за оплаченные абонементы. Начали происходить возвраты, и я до определенного времени возвращал деньги людям, но случилась еще одна беда. То помещение, в котором была обустроена моя музыкальная школа, его затопило. И весь ремонт пришел в негодность, все вложенные деньги были потеряны. И оборудование очень сильно пострадало и вышло из строя. Возникли проблемы с поиском, так сказать, точек соприкосновения с собственником данного помещения, да, то есть я был арендатором там. В итоге со мной расторгли договор в одностороннем порядке, и я просто в один день остался на улице без своего бизнеса. Это был шок, я был потерян. Некоторое время я был выведен из строя и практически не выходил из дома. У меня не осталось внутренней энергии для того, чтобы это делать в Краснодаре. Я просто решил сменить обстановку для того, чтобы не впадать в грустные настроения. И приехал в Москву. Мне показалось, что найти работу в большом городе сейчас будет проще. Я взял с собой кота. Это мой друг, которого я не могу оставить дома. Приехал с ним на поезде сюда, потому что для него стресс будет лететь на самолете, я его пожалел, и мы приехали с ним на поезде. Меня встретил мой хороший знакомый, и мы отправились с вещами и с котом к нему домой. Я оставил у него вещи, отправился искать себе жилье. Первый месяц я снимал квартиру в Москве, небольшую, крохотную студию. Устроился в фитнес-клуб, потому что до того, как я вел свой бизнес, я без малого 5 лет своей жизни провел в спорте профессионально. Я мастер спорта России, и одно из образований у меня высшее педагогическое. Где-то через 2 недели плюс-минус я стал понимать, что трудновато, и я думал, что будет получше и стартануть в плане каких-то хотя бы первых денег, зарабатывать получится лучше. Но что-то прям тяжело. Сейчас я живу на кредитные деньги исключительно. У меня
накопилось 5 кредиток. На каждой из них там по определенным суммам, и в общей сложности у меня порядка 200 тысяч рублей. Но это не мои деньги, это деньги банка. То есть своего у меня 0. Нет ничего. Только долги, которых без малого на 1 000 000 рублей. У меня много кредиток, потому что я перекрываю одну другую. То есть льготный период пока идет на одно, я пользуюсь средствами с другой, потом перебрасываю. Ну, то есть это волокита, которая просто еще глубже затянула. То есть если не найду в ближайшее время работу и не устроюсь, и не заработаю хоть какие-то деньги, чтобы пополнить свои кредитки, я просто испорчу свою кредитную историю, попаду на проценты, потом, наверное, буду самой судиться. Качество жизни, конечно же, отличается просто на 180 градусов, как небо и земля, по сравнению с началом этого года и сейчас в конце этого года. Во времена этой жизни я при первой же возможности старался путешествовать во всех странах, в которых я был. Я всегда останавливался только в хостелах, по крайней мере, за рубежом, за границей. Это такие интересные места, где могут встретиться люди абсолютно с разных концов планеты. Я периодически меняю места пребывания, то в одном хостеле, то в другом. У друзей бывает останавливаюсь, вот, поэтому сейчас будем в одном из самых бюджетных мест, где можно остановиться в Москве. Очень такое малоприятное место. Хостел, в котором я сейчас остановился, это один из самых дешевых хостелов в Москве. Сутки проживания стоят 103 рубля. Ну, можете себе представить, что там на 100 рублей. Это большая комната, в которой живет 50 человек. И просто у меня койко-место, просто кровать. Немножко заблудились. Ну ладно, сейчас разберемся. По-моему, здесь тоже можно выйти на ту улицу, на которую нам нужно. Вроде все с указателями, все понятно, но все равно я не местный. Бывает, немного путаюсь. Ой, извини. Своеобразный очень город. Со своей атмосферой, своей историей, своей культурой, со своим ритмом жизни. Тут просто все куда-то несутся, постоянно сломя голову, и днем, и ночью ездят машины, летают самолеты, тут кипит жизнь. Когда ты спускаешься в метро, и люди, допустим, вот в потоке, которые идут рядом с тобой, начинают идти быстрее или начинают бежать, то ты как-то по инерции тоже за ними включаешься, бежишь, как будто ты тоже куда-то опаздываешь. Большой город, мегаполис, каменные джунгли, не знаю. Просто чувствую, что здесь нет моего дома, может быть так сказать, но не чувствую себя бездомным. Почти пришли уже. Здесь я остановился на ближайшие 5 дней. Нет, тут никого не знаю абсолютно. Очень бюджетный хостел, там достаточно грязно. Персонал старается как-то это все держать более-менее в порядке, в чистоте, но просто там проживает такой контингент людей. Ну, в общем, там очень грязно. Я ложусь спать и думаю о том, что хорошо, что я жив и здоров, и я не заболел, а все остальное просто временные трудности. Ищу работу абсолютно любую сейчас. Меня готовы взять в магазин продавцом. И так вот бывает, там раз в несколько дней появляется какая-то подработка, но это буквально пару тысяч рублей, чтобы было то покушать. А последнюю работу, которую я делал, это было объявление, что требуется человек, который сможет помочь поднять мебель в разобранном виде домой в квартиру. За это мне заплатили 700 рублей. Один раз ходил гулять с собакой за одну прогулку 450 рублей. Пару раз наблюдал такие истории, когда в Москву переезжали, допустим, молодые девушки, удачно знакомились с состоятельными мужчинами, так сказать, и жизнь шла в гору. Подобная история не про меня, хотя потому что я не девушка. Завтра у меня будет собеседование в фитнес-клуб. Попробую устроиться еще раз персональным тренером. Я думаю, что 100 тысяч, 150 в месяц – это тот уровень, который мне на самом деле… Я знаю, что его реально достичь. Просто в этом году сложновато. Такой год, наверное, я не знаю.
Если у меня будут какие-то сомнения по поводу этих мест, я выйду на работу продавцом, меня готовы туда взять, я буду на собеседовании в начале недели. Оклад обещают 23 тысячи, по-моему. Чтобы купить бэху, чтобы раздать все долги, не менее 100 таких зарплат. Если посчитать, то это больше 10 лет. Но это такая голая математика, потому что каждый день ты кушаешь, тратишься на еду, и то есть все 20 лет. Я не рассматриваю даже такой сценарий, то есть это слишком долго. Подходила сейчас женщина, просила денежку ей дать, помочь. Я говорю, нету налички, нету денежек. Она говорит, может, на карточку переведешь. Мне кажется, я так скоро тоже буду делать. Смысл денег? В возможностях, наверное, развиваться. Но деньги – это не смысл жизни. Они, конечно, очень важны для жизни, но смысл точно не в них. Стараюсь настраиваться на более позитивные мысли, и в рамках 20 лет я вижу как бы другое свое будущее. Я думаю, что пробиться можно везде. Главное, чтобы было желание и стремление к этому на самом деле. Я установил лично для себя такой мини-план. У меня есть такой дедлайн до Нового года, до конца декабря. Если я не найду здесь работу, если я не смогу здесь устроиться, на новогодние праздники я поеду домой к родителям. Встречу спокойно дома Новый год со своими родными и близкими, в кругу своих родных людей. А дальше уже с трезвой, опять же, головой, то есть уже в январе, с новыми мыслями, я буду принимать решения и думать, возвращаться ли сюда обратно и продолжать искать работу, либо выстраивать какой-то новый план. Тем, кто планирует переезд в Москву, что я могу посоветовать? Дерзайте, пробуйте. Пока что мне нечем похвастаться здесь, и я еще не достиг особо больших результатов, но я уверен, что у меня все получится. Сложилось такое впечатление у меня, что Москва похожа на реку. Вроде быстрое течение, и все куда-то двигаются, плывут. Но она может быть вот такой вот замерзшей, как сейчас. И как будто бы все на такой паузе, не знаю. У меня сейчас такой просто период жизни, как будто все остановилось. И возникло вот такой какой-то незапланированные заморозки. Надеюсь, что скоро будет, как в знаменитом советском фильме, и лед тронется.